Всем привет! Видео было снято 28 января. Зима, холодно. Мы возвращаемся домой, в Дудерштат. А приезжали мы в город Ганновер по делам. И вот сейчас мы как раз едем улицами города Ганновер. Но по пути домой в Дудерштат мы хотим заехать в город Целле. Он находится как раз между Ганновером и Брауншвейгом. И заехать туда хотим неспроста. Мы узнали, что там есть Герцогский замок. Вот этот замок мы хотим посетить. Вот на трассе видим баннер Целле. Вот мы туда и едем. Целле – это город в Германии, в земле Нижняя Саксония. Он расположен на берегу реки Аллер. Город с населением 70 тысяч человек. И вот мы уже въехали в сам город. Чистый, аккуратный, красивый, зеленый по зимним меркам город. Кругом вы сами видите и кустарники зеленые, и деревья, и лужайки зеленые. Чистый, аккуратный немецкий город. Ищем, где находится замок. А пока едем улицами города Целле и видим, что одной из интересной особенностью, впрочем, как и многих немецких городов, являются фахверные дома. Их здесь очень много, и в основном они относятся к концу 15-16 веков. Вот такой красивый город. И вы знаете, мы прям выехали к этому замку, но нам пришлось сначала проехать мимо, так как должны были машину оставить на стоянке. В интернете мы прочитали, что этот замок работает до 16:00. Вот здесь на часах я смотрю 3:30, и вот это строение относится к 19 веку. И вот здесь видим сразу музей, который называется музей Боманна, как раз напротив городского дворца. Этот музей был построен на пожертвования и знакомит с жизнью немцев 15 и 16 веков. И вот, обернувшись, увидели вот такую красоту. Замок. Вот он обнесен рвом, вода, мост и вот такая красота. Белоснежный замок в лучах заходящего солнца. Зима, сейчас темнеет рано, вот 3:30. Как знала, показываю время, потому что в замок-то мы не попали. Но невозможно было сразу вот прям идти в этот замок и брать билеты. Ну такая красота. Хотели полюбоваться таким прекрасным каналом вокруг замка. А время шло вперед, и билеты нам не продали. Сказали, что осталось очень мало времени, замок закрывается. Но мы не расстроились. Мы раньше все равно бы не смогли подъехать к этому замку. Вот время без 24, и уже замок был закрыт на вход. Прошли во внутренний дворик, полюбовались изнутри этим замком, и вот увидели на стене Шлосс-театр. Вот особый интерес в этом замке как раз представляет старейший в Германии дворцовый театр. Вот он, дворцовый театр эпохи барокко, на сцене которого и сегодня проходят спектакли. А также здесь, в Герцогском замке, имеется единственный в Германии храм с полностью сохранившимся внутренним убранством эпохи Ренессанса. Вот, я уже сказала, что замок окружен рвом, и такое впечатление, как будто бы замок находится на острове. Вокруг замка прекрасный парк, очень старинный парк. И вот мы решили обойти этот замок вокруг и идем по вот этому каналу вокруг этого замка. Видим самых обычных обитателей воды, всех рек, каналов, водохранилищ. Это утки. И здесь мы видим гусей, не лебедей, а гусей. И гусь такой важный,
хозяин этого своего побережья. Ну, утки и селезни, само собой, и видно, какая чистая прозрачная вода, и как красиво отображается в воде противоположный берег. Вот увидели незнакомую птицу, которая не боится, не улетает и не уплывает, а просто позирует. Интересная, красивая и забавная птичка. Клюв красный, оранжевый, а самый кончик желтого цвета, ярко-желтого цвета. Вот это замок мы потихоньку обходим, он уже с другой стороны. Замок очень большой и красиво смотрится со всех сторон. Вот это ров, заполненный водой вокруг замка, а противоположная сторона – городская улица. Городская улица с городским транспортом и жилые дома. Вот несколько мостов через этот ров. И вот такой старый парк. Посмотрите, какие старые деревья. Вот с этой стороны тенек, здесь пониже. Замок же находится на холме, поэтому он еще в лучах заходящего солнца. Вот он. Вот посмотришь, и кажется так тепло, хорошо на улице. На улице на самом деле хорошо, солнечно, безветренная погода, но было прохладно. Конец января. Вот и с этой стороны замок тоже прекрасно смотрится и выглядит. Но вот здесь мы увидели не только уток и гусей, но увидели еще и выдру. Вот она тут рассекает, гоняет всех селезней и уток и позирует нам. Позирует, никого не боится. И сейчас еще выйдет на берег. Вот она вышла на берег и показывает свою симпатичную мордашку. Какие у нее усы красивые. Любопытная оказалась особь. Мы любопытные, и она тоже любопытная. Посмотрела на нас, полюбовалась, и никто ей ничего не дал, не угостил, потому что было написано, что нельзя никого кормить. Поэтому, несолоно хлебавши, как говорится, уплыла. А на противоположном берегу стоит вот такое дерево, возможно, ива. Красота! Как она красиво отображается тоже в воде. Вот старинные деревья старинного парка. И вот этот замок с другой стороны. В общем, мы замок обошли кругом по периметру. Ну, не попали в замок и не попали. Что ж теперь делать? Вот. И идем, знакомимся с городом дальше. Вот это здание, это городская церковь Святой Марии. Она находится прямо в центре исторической части города. Снаружи она выглядит строго. Вот и время сейчас показываю 4:10. Вот уже сколько мы тут... 40 минут гуляем по городу. Вот снаружи выглядит строго, а внутри у нее роскошные интерьеры, великолепный орган внутри. Есть лестница наверх. Отличная возможность посмотреть на город цели с высоты птичьего полета. И вот эти чудесные, сказочные фахверные дома. Вот. Этим и интересен город. Вот 1497 год. Этим и интересен город цели, что здесь очень много фахверных домов 15-16 веков. И всего в небольшом таком городе около 500 таких зданий. И большинство из этих зданий жилые. Оно и видно, что жилые. Вот увидели такой необычный памятник, скульптура, наверное. Что она символизирует, непонятно. А развернувшись, увидели здание Альтес Ратхаус. Это ратуша. Здание ратуши. Вот так она выглядит с этой стороны, с торцовой. Сейчас мы ее обойдем вокруг. Решили посмотреть. И неспроста мы туда направились. Правильный выбор сделали. И несмотря на то, что время уже
ну, как бы сказать, ну, не позднее время, но все равно к вечеру народу очень много. И велосипедистов много, и туристов, и людей, которые просто прогуливаются, отдыхают. Вот вновь вернулись к этому памятнику. Интересно было посмотреть, что же там с другой стороны. С другой стороны увидели вот это. Что этим хотел сказать скульптор, не знаю, не могу вам сказать. Вот мы обошли здание ратуши. Вот так она великолепно смотрится со всех сторон. А справа это городская церковь Святой Марии. Вот все оно тут рядом. И вот здесь увидели необычный такой памятник с городами-побратимами. И увидели свой город, украинский город Сумы, Украина, Сумы, и цели города-побратимы. И состоялось это в 1990 году. Ань, ты что себе заказала? Роллы А с чем? с лососем. С лососем? Ух ты! А мне такое блюдо принесли. Даже показывать не знаю как. Как все это можно съесть, такую красоту. Здесь смотрю овощи, красная рыба, рис, зелень. Все, мы уже потеряли дар речи от такой красоты и от такой вкусноты. Но я... Ты. Еще нам и пиво принесли, и чай. Мы все съели, все было очень вкусно. И вкусно поели, и отогрелись, чай выпили, потому что на улице было прохладно, мы, конечно, подмерзли, и здесь просто в этом кафе получили истинное удовольствие и от еды, и от обстановки. И вышли в город, заходили по-светлому, а вышли уже в вечерний город. Это, наверное, первый город, из которого мы возвращаемся вот в такое вечернее время. Обычно мы засветло всегда возвращались, а здесь, ну сейчас еще не поздно, где-то, наверное, 6:30, но зимой темнеет рано, и вот такое уже небо. Темное-темное небо, там еще мы и луну увидели, и звезды увидели, и вот в таком вечернем свете оригинально по-своему смотрятся фахверные дома. Один не похож на другой, и каждый по-своему красив. Вот мы видим, что время без 27. И мы возвращаемся домой. Мы возвращаемся домой под звон колоколов. Как это прекрасно! Всем, кто с нами был на прогулке, всем говорим спасибо, всего доброго, пока!